Всем привет, друзья! В нашем сегодняшнем видеообзоре цельнометаллический Ford Transit, переделанный в рефрижератор. Очень интересный получился проект, я советую досмотреть его до конца. К нам обратился заказчик, для которого мы собирали полнокомплектные рефрижераторы на базе Isuzu. У него стояла задача собрать для эксплуатации в центре Москвы полнокомплектный рефрижератор на базе шасси Ford, на базе цельнометаллической версии Ford Transit, чтобы внутри был утеплен отсек и установлено холодильное оборудование. Стояли задачи: А. Соблюдение температурного режима. Б. Качественное утепление. В. Мощная, хорошая, надежная холодильная установка. И Д. Это въезд в центр Москвы без пропуска. Переработав все варианты, мы ему предложили Ford Transit 310. Цельнометаллическая версия, у которой полная масса 3 тонны 100 килограмм и грузоподъемность меньше тонны. Теперь о всем этом мы вам расскажем поподробнее. Поехали! За основу мы взяли уже вам знакомую модификацию Ford Transit. Огромное количество вариаций мы собрали на базе этой марки. Перед нами Ford Transit 310, цельнометаллическая версия, у которой 310 это 3 тонны 100 килограмм полная масса, собственный вес 2226. Вычитая одну цифру из другой, мы получаем, что грузоподъемность у нас меньше тонны, то есть въезд в центр Москвы без пропуска. Цельнометаллические модификации, так же как и модификации в виде шасси, имеют огромное количество вариаций и компоновок. Итак, самая маленькая версия у цельнометаллического Форда, который может быть переделан также в рефрижератор, либо все что угодно, это L2H2, 10,5 кубов. Дальше наша L3, третья база, у которой есть две вариации крыши: H2, 11,5 кубов, и H3, 13,5 кубов. И самая старшая модификация у цельнометаллических автомобилей — это модификация L4H3. Там порядка 15,5 кубов внутреннего объема до утепления. L2, L3, L4 модификации бывают с приставкой 350. Это обозначает, что у них B-категория и полная масса 3,5 тонны. У модификации L4H3 есть полная масса 4 тонны 700 килограмм. То есть это уже С-категория и грузоподъемность, соответственно, порядка 2 тонн. То есть в рамках цельнометаллического автомобиля вы можете выбрать наиболее удобную для вас модификацию и подобрать комплектацию такая, какая нужна именно вам. Что характерно для нашей модификации, это у нас передний привод и односкатная задняя шиновка. Друзья, чтобы вам было проще для себя выбрать ту модификацию, которая подойдет именно вам, я вам расскажу, чем они отличаются. Итак, Ford Transit, модификация цельнометаллической версии L2H2, то есть это вторая база, вторая крыша. Это 10 кубов внутреннего объема, B-категория и автомобиль въездной в центр. То есть грузоподъемность меньше тонны. У этой модификации, помимо полной массы 300, есть модификация 2499. Если вдруг вы боитесь попадания в грузовой каркас, то значит Ford Transit 310 L2H2 с занижением полной массы. Дальше. Наша модификация L3H3. Это 13,5 кубов. Это верхняя ставка. Если вы берете модификацию L3H2, то у вас в вашем распоряжении 11,5 кубов внутреннего объема. Соответственно, есть вариации Ford Transit 310, у которой полная масса 300 и грузоподъемность меньше тонны. Есть модификации 350, у которой полная масса 3,5 тонны и грузоподъемность чуть больше тонны. Соответственно, если в центр Москвы, то мы берем модификацию 310. Если вы из региона, то смело берите 350 модификацию, у вас будет больше полезной грузоподъемности. У модификации L3 и L2 отличительная особенность: задняя односкатная шиновка и передний привод. Самая большая модификация — это Ford Transit L4H3. То есть этот автомобиль еще больше. У него задний привод, задние двухскатные колеса и вот такая же третья крыша. Там внутреннего объема порядка 15 кубов.
Две модификации. Ford Transit 350 – это полная масса 3,5 тонны, и так как автомобиль больше, собственный вес больше, и грузоподъемность, соответственно, меньше тонны, он въездной в центр Москвы, 15 кубов в центр Москвы. Если вам важна грузоподъемность, то берите модификацию Ford Transit 460E L4H3. Это 4600 полная масса, к сожалению, С-категория тахограф, и грузоподъемность порядка 2 тонны 100 килограмм. Это вот что касается вкратце. К базовой комплектации автомобиля, который включает в себя там электропакет, отопитель двигателя Webasto жидкостной, электрозеркала, центральный замок. По просьбе нашего клиента стоят штатные кондиционеры. Мы собрали два автомобиля. И в случае с этим автомобилем стоит штатная магнитола. При установке холодильного оборудования мы штатный кондиционер сохранили. Характерной особенностью всех цельнометаллических вариантов автомобиля является наличие боковой сдвижной двери. Открывается она таким образом и дает вам возможность выгружать вашу продукцию в условиях тесных улиц мегаполисов и иметь компактное открытие таким образом, что вы имеете доступ в отсек и открываете и закрывайте свою дверь. Еще одна важная особенность того, что на автомобилях установлены центральные замки, которые вам позволяют взять груз с кнопочкой «Закрыть», а не как у версии с фургонами, там, либо ключиком закрывать, либо навесной замок вешать. Определенные неудобства. Груз взяли, дверь закрыли, побежали. Но на этом не все. По просьбе нашего заказчика были подобраны специальные модификации дверей задних распашных, которые открываются не на 90 градусов, а на 270. Такие модификации дверей есть у Форда Транзита. Этот момент нужно обязательно проговаривать, что если для вас важно открытие дверей шире, чем обычно, то именно с этой опцией двери надо подбирать, потому что именно специальная конструкция петель, вот они такие двойные, раскладные, позволяет вам открывать дверь эту вот так широко. В Форде предусмотрен специальный магнит, он же упор, который держит вашу дверь в открытом положении, чтобы она была зафиксирована и держится достаточно хорошо. Вторая очень важная составляющая нашего полнокомплектного автомобиля рефрижератора – это утепление. Мы обратились к нашему партнеру, который для нас произвел утепление грузового отсека. При утеплении используется экструдированный пенополистирол, специальные панели, вырезанные на станках с ЧПУ, внутренняя обшивка нашего грузового отсека пластик, настил пола, рифленый алюминий. С учетом пожеланий нашего заказчика о поддержании температурного режима +2, +8 круглый год, нами была выбрана модификация капсулы с толщиной стен 60 мм, которая имеет общий коэффициент 0,55, что соответствует классу FRB. Температурный режим +12, -10. Надо отдать должное ребятам, нашим партнерам, которые изготавливают свои панели на станках с ЧПУ. Все уплотнения и проемы они делают в специальных формах. На выходе мы имеем очень качественную, красивую, очень эстетичную модификацию утепления кузова, за которую просто не стыдно. Ребята стараются наперед продумывать конструкцию своего утепления, и поэтому в базовой комплектации идет рейка фиксации груза по обеим сторонам, слева и справа, а также вот такие оцинкованные накладки, приклепанные к стенкам, которые позволяют вам немного снизить возможный урон, если вы будете сюда грузить коробками, палетами, либо чем-то еще. Пустячок, но правильно и очень приятно. При этом при установке холодильного оборудования ребята также мне вместе с утеплением передают вот такой красивый декоративный короб. Обычно, если делают компании
аналогичное утепление. Здесь остается, в этой передней стенке выпиливается дырка, куда заводятся шланги и электрика от холодильной установки, а также сливы. И это все дело заливается герметиком. Выглядит некрасиво. Наши партнеры разработали вот такую специальную конструкцию, которая позволяет придать красоту и эстетику. В данном случае вот красота и эстетика на максимальном уровне. Это самое крутое утепление, которое мне попадалось за десятилетний период сборки полнокомплектных рефрижераторов. Итак, до утепления у нас здесь 13,5 кубов внутреннего объема. После утепления мы с вами примерно имеем в распоряжении около 10-10,5 кубов полезного внутреннего объема. Итак, смотрите, значит, чтобы вы понимали, какие здесь размеры и сколько сюда влезет палет, это все стараются сразу понять и задать этот вопрос. Итак, полезная внутренняя длина 318 сантиметров. Полезная внутренняя ширина до арок 158 сантиметров. Ширина между арками 127 сантиметров. Высота 198 сантиметров без холодильника. 180 сантиметров до испарителя. И по проему, значит, 180 сантиметров высота. 133 сантиметра ширина. Господа, я вам перечислил все основные важные размеры. Запоминайте, выписывайте для того, чтобы рассчитывать, если вы в коробках возите, либо что-то еще, чтобы вы могли на это рассчитывать. Господа, если вы возите по палетам, то могу сказать о том, что здесь помещается почти 4 палета. Вот прям почти 4 палета. Либо мы с вами поперек ставим 4 палета, но здесь не хватает 2 сантиметров, потому что внутри 318 сантиметров. Либо мы с вами ставим вот так 2 палета, но вот из-за вот этих вставок тоже здесь буквально 1 сантиметра не хватает с этой и с этой стороны, чтобы был 2 палета в длину и 2 палета поперек. То есть буквально вот там вам придется палеты как-то свои там рихтовать, чтобы убрать здесь сантиметр и здесь сантиметр. Либо вот по длине буквально не хватает здесь 2 сантиметра, чтобы поставить 4 палета так. Либо вы ставите сюда 3 палета, и у вас еще россыпь места, куда вы можете коробки свои расставить. То есть 3 чистых палета, почти 4 палета. Третья составляющая нашего полнокомплектного рефрижератора — это, конечно же, холодильная установка. По требованию заказчика нами была выбрана такая тоненькая модификация Thermo King, лучший холодильник американский. На этом объеме установлена модификация Thermo King C350. Ее мощности хватает, чтобы прокачать объем в 16 кубов, а я напомню, у нас там в районе 10 кубов. Поэтому холодильное оборудование здесь подобрано с нормальным, серьезным запасом и будет эффективно работать в любую жару и в любой холод. Еще при этом по просьбе нашего заказчика, чтобы не увеличивать высоту габаритную автомобиля, была на заводе установлена такая конструкция, которая называется кювет. То есть это вырез в передней стенке, куда устанавливается наша холодильная установка. Таким образом рефрижератор не увеличивается в габаритах автомобиля по высоте. Это очень важно, если вы где-то эксплуатируете ваш автомобиль в черте города. Комплектация кабины абсолютно такая же, как на модификациях в виде шасси. Огромное количество видео есть на нашем канале, где мы подробно рассказываем про комплектацию. Но отдельно здесь стоит отметить, что здесь штатная магнитола и штатный кондиционер,
который мы сохранили для нашего заказчика при установке холодильного оборудования. Все остальное идентично. Водительское кресло, 2 пассажирских, все откидывается, все регулируется, куча регулировок, пацанский подлокотник, нормальный руль, регулируется куда надо, 6-ступка, АБСы, аэрбэги, передний привод. Итак, господа, время подводить итоги. Ford Transit 310, 300 полная масса, грузоподъемность меньше тонны, вес центра без пропуска. L3H3, 3-я база, 3-я крыша. Габаритная высота нашего автомобиля 2750 мм. Габаритная длина автомобиля около 6 метров. Внутренний объем до утепления 13,5 кубов. После утепления полезный объем около 10-10,5 кубов. Цельнометаллическая версия, у которой объем мотора 2,2 литра, мощность 125 лошадиных сил, гарантия 2 года без ограничения по пробегу, 6-ступенчатая механическая коробка переключения передач. Изотермический отсек утепляется под сохранение температурного режима FRB класса плюс 12, минус 10. Если вам надо заморозку, то, скорее всего, с большой долей вероятностью боковую дверь мы для вас заблокируем и оставим только задние распашные двери. Холодильное оборудование, которое установлено в специальный вырез, называется кювет, для того, чтобы не увеличивать габаритную высоту автомобиля, американской фирмы Thermo King. Модификация C350 подобрана здесь с огромным запасом и будет работать как на охлаждение, так и на обогрев. Ее мощности хватит, чтобы здесь выдуть и минус 18, и плюс 15 градусов. Наш заказчик будет переводить здесь фармацевтические препараты из ветеринарной области. Это все полнокомплектное хозяйство с учетом сохранения кондиционера, магнитола, ковриков, салон доставки, постановки на учет за наш счет нашему заказчику обошлось в 2 миллиона 630 тысяч рублей. Здесь у этого автомобиля, помимо всего того, что мы вам перечислили, что это автомобиль покупается для города Москвы, для мегаполиса, боковая дверь, задние распашные двери на 270 градусов, компактные размеры, маневренный автомобиль. При всех этих его плюсах есть один недостаток. Это то, что мы при конвертации в рефрижератор вписываем сюда холодильное оборудование и изотермический отсек только через постановку на учет в ГАИ и внесение изменений в конструкцию автомобиля и отметочку ставим в ПТС рефрижератор. Это мы делаем для нашего заказчика под ключ, соответственно, и для вас это то же самое сделаем. У меня была возможность покататься и на модификациях в виде шасси, и на этой цельнометаллической модификации. Господа, здесь есть один существенный, огромный плюс. Коробка переключения передач подобрана таким образом, что у вас есть возможность передвигаться, к примеру, со скоростью 100 км в час, и при этом у вас на тахометре будет около 2000 оборотов. На модификациях в виде шасси при такой же скорости у вас будет порядка 3000 оборотов. Таким образом, этот автомобиль с его удачно подобранной коробкой будет очень и очень экономичен. По трассе такой автомобиль будет расходовать, я думаю, где-то 8-9 литров. В городе, я думаю, этот автомобиль будет укладываться в десятку. Мы сдаем этот проект. Сейчас едем к заказчику передавать этот автомобиль. Это второй автомобиль. Первый у него уже ездит.